Доброе утро! А утро у нас сегодня выглядит вот так. Да, в Греции не каждый день светит солнышко, а бывает еще и вот такая погода. Кофе мой меня уже здесь ждет. Сейчас у нас 7 утра. Я сегодня встала пораньше, чтобы пойти на местный рынок, который проходит в нашей деревне каждую среду. Рынок по-гречески называется Лайки. Когда я приехала в Грецию, я была удивлена, что базарные дни закреплены в определенные дни за каждой деревней. Хочу показать, как утро встречают наши животные. Вон там рыжая кошечка на крыше в камышах лежит, греется. Вот там на коврике еще одна серая. А вон там наши индюки пасутся, гуляют. Вон индюк как распушился. Сейчас у него брачный период. Он танцует вокруг вот этой черной индюшки. Интересно, а вот эта белая, толстая, бронерная, он не то, что к ней не подходит, он даже на нее не смотрит. Они меня тоже выбирают. Индюки любят стройненьких. Дождя сегодня не предвидится, но такое ощущение, что там уже начался. Или это просто раннее утро, туманное. Надеюсь, что дождя не будет. И я удачно схожу на местный рынок и покажу его вам. Покажу, что продается у нас на греческом рынке и цены. Все, мы с Бобби пошли на базар. Да, Бобби? Да куда ты сегодня меня провожаешь? Бобби что-то встал в сомнении. Наверное, понимает, что иду на базар. И провожать сегодня меня не будет. Я уже дошла до распутья. Если направо, то это моя дорога для прогулок, для длинных прогулок, длительных. А вот вниз это дорога на базар. Ну, привет, собачка. В прошлом видео я показывала вот этот домик сверху. Сказала, что его за 3 месяца поставили. Вот уже 3 месяца, в каком он уже состоянии, готовом почти. Снаружи отштукатурен, рамы поставлены, только внутренняя отделка и еще какие-то работы. Вот так быстро построили вот такой хороший большой дом. А вот еще у меня по пути на базар. Вот этот домик мне очень нравится. Здесь живут немец Клаус, а жена у него местная гречанка Эленка. Вот такой миленький у них домик. Станет потеплее, они еще украсят его цветами. Вот домики заброшки, о которых я говорила, старые постройки, старые кладки. У них очень толстые стены, они вечные, с деревянными ставнями. А это наш деревенский зоопарк. Здесь живет Павлос. Вот он держит вот таких цесарки, у него живут. Дальше вот мне показывают пони. Постараюсь показать, чтобы было понятно. Пони. Даже косули, самец с самкой. А пес-охранник прибежал. И курочки. Еще были гуси, но гусей сейчас я не вижу. Привет. Ну какая пушистенькая. Косуль, не знаю, получится поближе, потому что там дальше сетка. Не получится, да? Ну там косули вот такие. Ой, 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 ой. Хороший мальчик, молодец. Охраняет. Вот по дороге на базар прохожу поля. Это уже пшеница такая зеленая. Вот обзор мой. Вот тоже миленький домик, очень такой ухоженный, на фоне горы. А вот туда дальше по дороге, за полем, там уже будет базар. Я уже пришла на базарную улицу, и вот вначале меня встречают вот такие красивые цветочки продают. Ну, сейчас еще сезон не в разгаре, только начинается, поэтому мало рассады всякой. Ну, красиво. А вон там дальше уже базар. Но отсюда я уже вижу, что сегодня мало вышли продавцов из-за пасмурной погоды. Пришла на базар. В начале ряды
с вещами, с тряпками. В общем, как барахолка, да? Но сегодня мини-барахолка такая. Мини-базар, вернее, получается. Без тентов, без ничего. Они уже готовы, если дождь пойдет, быстро собраться и уйти. Точно напоминают мне барахолку нашу, где всякая мелочевка продается. Но я на этом зацикливаться не буду. Здесь, в принципе, ничего интересного на барахле, там, о барахле, вернее. Ну, просто здесь такой краткий обзор. Здесь мелочевка, салфетки, всякая тара-бара. Идем дальше. У нас в деревне небольшой, самый, наверное, маленький базар. Самый большой базар это в Ковале. Там он проходит по субботам. Вот всякая такая мелочевка здесь. Пижамы. В общем, Китай, Турция. Причем у меня такое ощущение, здесь такой самый голимый Китай. А вот уже у нас пошли фрукты, овощи. Это вот местные. Апельсины для сока, клубника, лимоны, брокколи, цветная капуста, яблоки, яблоко, мандарины. А вот цены, кстати. Мандарины евро 50, яблоки по 2 евро, помидоры по евро 70. Так, цветная килограмм 1 евро, брокколи 1 евро. Здесь царство брокколи и шпината. Эвхаристо. Клубника. Посо? 150 per piece. 150 per piece? One. E do not put this in. Oh, okay. 150. 150? This one? This. This one. Oh, One nice case. price. Good price, eh? Yeah. Where come from? Russia? Russia? Yeah. А, кстати, клубника, он сказал, вот этот один лоток евро 50. Отличная цена, да. Это яйца, курица. Яйца стоят здесь... Ой, давно не покупала. Яйца здесь... Посо? 30 лепта. Ага, 3 евро 10 штук. Значит, штука 30 центов. Здесь все та же мелочевка. Здесь вот такой микс. Овощи. Томаты по 1 евро. Апельсины евро 25. Флорина, вот эта паприка здесь называется. О, это 3,50 я смотрю. Кабачки свежие, все местное, 2,50. Морковь, евро 50. Баклажаны круглый год и всю зиму 2,50. Бананы, клубника. 3 лотка на 5, за 5 евро. Отличная цена. Мандарины. А мандарины почем? О, 3 килограмма за 5 евро. Отличная цена. Рыба здесь заканчивается рано. Вот уже остатки. Это рыба. 4 евро килограмм. Это барабулька. А вот они местные, как они рыбу солят делать. Но мне не нравится, я это не ем. Покупаю в русском копченую скумбрию и селедку, как привыкла. А вот это маслины. Килограмм получается от 7 до 8 евро. Разные соленые маслины, вот разные сорта, разные размеры. А вот это местные соленья. И специи. Специи. Здесь я покупаю специи. Сухие, вот в этой лавочке.
привыкла уже к ним. Здесь вот бакалейная группа, крупы, рис, лапша всякая, маш, фасоль. Маш почему-то здесь 4 евро килограмм, фасоль 4,5, 4 евро. Здесь очень любят чечевицу. 4,50. А гречка, смотрите, гречка килограмм стоит 4 евро 50 центов. Это лавка молочная. Вот. Масло я иногда здесь беру фермерское. И, пожалуй, здесь больше ничего. Здесь опять... Здесь выбор небольшой, но все здесь сезонное, потому что все местное. Опять апельсины, евро 50, лимоны, мандарины везде 3 килограмма на 5 евро. Но сезон уже почти заканчивается. Вот такие шикарные томаты по 2 евро за килограмм. Огурцы здесь в основном вот такие едят, просто местные, которые, вернее, греки понтийские переехали из Казахстана, они сажают маленькие огурчики, пупырчатые. Вот я у них всегда беру, когда сезон. Яблоки евро 70, цены разные. Баклажаны, кабачки здесь с осени всю зиму. В общем, я постоянно их выжу. Шикарная паприка Флорина, но что-то она дорогая, смотрю, 3,50. Первый раз вижу такую цену за паприку. Вот. А те апельсины для сока стоят евро 25. Здесь та же лавка. В общем-то, понятно, что здесь одно и то же. Выбор небольшой, но все сезонное, свежее, без химикатов. Это вот лук, чеснок, картошка. Так, почем у нас сейчас картошка? Килограмм евро 20 картошка. Килограмм есть за 1 евро. Вот еще соленье, наверное, Греция. Сразу это оливковое масло, оливки. Вот здесь вот такая шикарная лавка. Это герметичная упаковка. Это в стекле. Это в пластиковых баночках. О, какие большие герметичные. Когда поеду в Россию, заберу с собой одну, наверное, вот такую герметично упакованную. Шикарно. Вот сколько видов разных. И все это можно пробовать, прежде чем покупать и выбрать. Вот такие местные соленья, но они меня не привлекают. Это я все делаю сама в своем варианте. Это опять бакалея. Вот еще это наш сосед. У него самая бойкая продажа, потому что, видите, прилавки уже почти опустели. Цены приблизительно вот варьируются. У всех разные, но там разница сколько там. До 50 центов, допустим. А вот здесь они выращивают огурцы, пупырчатые огурцы, я покупаю у них. Это грецкие орехи местные. Мы тоже собирали в этом году, мы их не покупаем, мы их собираем. 5 евро килограмм. Это в скорлупе не чищенные, не очищенные, а очищенные уже килограмм 10 евро, полкило, соответственно, 5 евро. Местные киви. Первый раз увидела, как растут киви здесь, как виноград. Вот здесь я всегда брала киви. Ну, огурцы еще не сезон. Вот, ассортимент небольшой. Сейчас мы подходим к зелени. Вот, а зелень здесь всегда салаты разных видов. Вот этот праса, лук-порей, они очень любят, распространен здесь. Вот эти всякие травки, виды разные салатов. Зелень они любят. Шпинат круглый год обязательно. Это уже остатки. А вот эта лавка с орешками, с изюмом. Ну, в общем, все то, что для выпечки я беру. Но я езжу на завод. Я там покупаю оптом вот эти вещи. Всякие орехи, сухофрукты. Вот. Ну, все, здесь осталось только зелень. Зелень здесь пучок на базаре 75 центов
Лук, укроп, петрушка. Кинза здесь редко, они только зимой продают, и то в одном месте. Я беру. Здесь люди, кадр не очень, но пробиралась сквозь толпу. Вот. Ну, как понятно, что везде, ну, ассортимент маленький, да, но все свежее. Брокколини. Здесь первый раз увидела. Брокколи я, в общем, здесь объелась. Вот дайкон мой любимый. Кстати, надо будет мне сегодня его взять. У меня закончился. Вот это зелень вся. Вот здесь я покупаю кинзу, но ее уже нету. Уже сезон закончился, уже жарко, поэтому трудно ее выращивать. Она сохнет. А вот здесь сейчас я стала покупать. Здесь тоже продают кинзу и салат. Вот шикарная местная зелень здесь. Свежая, прям видно. Поближе постараюсь показать, насколько она свежая, такая аппетитная. А еще хочу показать, вот это греки называют чай. Вот они пьют вот такие травы. Цены, надеюсь, видно. Травы все я не знаю. Вот. Ну вот это вообще я не могу пить. Пробовала, такое противненькое. Кто знает эти травы, я не разбираюсь. Вот это у них чай. Поэтому трудно найти хорошую заварку. Черную, а зеленую тем более. А, вот это ромашка. Вот это я поняла. Ромашка. Вот они только пьют травы. И называют это чай. Каркаде. И все по 2 евро. Цены поднялись с последнего раза, я смотрю. Ну, вот это ореган. Да, это самая распространенная специя. 2 евро. Сколько здесь? 100 грамм получается. Вот дала краткий обзор по греческим чаям, которые я не пью. Люблю обычный чай, черный, зеленый особенно, к которым я привыкла. Все-таки я дошла до конца базара посмотреть на вот эту красоту. Хожу, смотрю, но, как сказал Светах, не разбираюсь дуб дубом. И никак не могу решить, что мне надо, что не надо. Недавно покупала вот эти мини-нарциссы, они у меня отцвели, но дома они у меня стояли в горшке. Такие цены. По-моему, здесь цены недорогие, потому что я в России на цветочные вот эти рынки не ходила, вообще не интересовалась. А здесь, поскольку двор, то нужно, чтобы как-то украсить его весной. А в жару уже жара, они все умирают. Вот такие мини-елочки есть. По названиям я не скажу ничего. Пыталась вот купить мини-огород, мини-сад, зелень пыталась сделать у себя на террасе, но ничего у меня не вышло, что-то у меня ничего не растет. Хотя мята, сказали, растет как сорняк. Мята, тимьян, розмарин. В общем, ничего у меня из этой идеи не вышло. Не знаю, когда еще попробую или нет. Если что-то посоветуете, как мне подружиться с растениями, то, возможно, и попробую опять. Вот. Ну, на этом, наверное, обзор рынка. Все, заканчиваю. Вот греки такие миролюбивые. Я вот хожу с камерой, даже они попадают, ни слова не говорят. У нас бы, наверное, возмущались, я так думаю. Все, на этом точно обзор рынка закончился. Я уже почти у дома, и вот у нас нависла вот такая туча. Как красиво контрастирует вот такой светлый дом на фоне пасмурной погоды и серых гор. Здесь в каждом дворе вот такое множество кошек, и люди всех кормят, никого не прогоняют. У нас тоже во дворе живет 8 или 9 кошек. Вот он, мой дом родной. И как на фоне дома красиво цветет миндаль. Вот это огромное дерево, которое я показывала с другой стороны, прикрывает дом наш. Миндаль и елка. Захожу во двор, а вот 2 красавицы пришли на обед. Ждут меня. Знакомьтесь, ну Басю вы знаете, а черная это Багира. Сейчас хочу показать, что я принесла с базара. Это дайкон.
Пучок лука, пучок чеснока зеленого. Вот это все вместе стоит 3,5 евро. Зелень вся по 75 центов за пучок. Пучок кинзы. Пучок кинзы, да, вот пучок петрушки. Так, баклажаны. Хочу сегодня приготовить баклажаны по-корейски. Кому интересно, оставайтесь. Вот, и смотрите, какие шикарные помидоры. Кстати, баклажаны, вот это с перцем, это на 2 евро вместе. Так, и вот такие помидоры. Нет, подождите, я путаю, это все дешевле. Баклажаны и помидоры были 3 евро. Вот эти два я купила, мне чуть-чуть нужно было, это 50 центов. И клубника, смотрите, какая шикарная клубника. Она, кстати, и пахнет, и она сладкая, она вкусная. Вот этот лоток стоит 2 евро. 3 штуки за 5 евро, а этот стоит 2 евро. Там, наверное, грамм 700-800. Достаточно тяжело. Много там клубники. Я беру вот такой лоток, Юрка ее не ест. Для варенья, для чего-то рано. Если не на выпечку, то я за 3-4 раза только могу съесть вот этот лоток. Если кому-то интересно, вот вся эта красота, если по деньгам, вышла на 10,5 евро. Базар у нас, как вы видели, не очень большой, поэтому я хожу здесь в основном только за зеленью, за чем-то легким. А основной закуп мы делаем в выходные дни, когда Юра отдыхает. В субботу мы ездим в Кавалу, но не так часто, потому что там проблема с парковкой, а только из-за базара, за овощами ездить туда не хочется. Поэтому в основном по воскресеньям мы ездим в соседнее село, которое называется Доксато. Купила на рынке баклажаны, и поэтому собираюсь приготовить жареные баклажаны по-корейски. Для этого мне нужны сами баклажаны, болгарский перец, естественно, горький перец, зеленый лук. Из зелени в моем случае это зеленый лук и кинза, потому что кинзу я люблю больше всего из зелени. Помидор, лук репчатый и чеснок. Лук у меня здесь это то, что у меня оставалось, я готовила, в холодильнике хранилось, поэтому собираюсь его использовать сейчас для жарки. И соевый соус, ну, естественно, соль и черный перец. Баклажаны я предварительно очистила частично, чтобы блюдо было понежнее. Баклажаны получились, да, мягкими, но цвет хоть чуть-чуть остался от баклажанов. Баклажаны режу соломкой. Это длинно, разделила на 3 части. Вот баклажаны я нарезала. Теперь нужно их посолить. И немножко пожамкать. Пускай они солятся. Потому что перед жаркой их надо будет промыть. А я пока нарежу перец. Перец тоже режем вот так соломкой. Сейчас режу горький перец. Сейчас я измельчаю помидор. Предварительно я его ошпарила, чтобы снять шкурку. Просто его измельчаем, произвольно режем. Режу лук. И можно уже будет приступать к жарке. Масло у меня практически накалилось. В первую очередь закидываю лук. Сначала обжариваем лук. Лук уже слегка прожарился, стал прозрачным. Теперь я закидываю помидоры. Сильно лук я никогда не прожариваю, потому что люблю жареный лук, люблю, чтобы он чувствовался.
Помидоры прожариваем практически до полного растворения. Помидоры хорошо прожарились. Теперь я закидываю перец. У меня вместе болгарский перец и горький. Прожариваем их. Если на камере, видео слышен звук, то это я включила вытяжку. Перец слегка прожарился. На данном этапе я хочу чуть-чуть подсолить, но немного, потому что я буду добавлять соевый соус. А теперь я добавляю баклажаны. Баклажаны я предварительно, вы видели, посолила сначала, потом промыла и отжала. И все мешаем вместе. Готовится это недолго, очень быстро и легко. Баклажаны уже практически готовы. И сейчас я хочу добавить специи. Соевый соус, черный перец, и чеснок. Все смешиваем. Я жарила на высоком огне, сейчас я немножечко огонь убираю. И добавляю зеленый лук. Лук я режу достаточно крупно. Вообще я зелень режу всегда крупно, потому что я люблю, чтобы ее было видно и она чувствовалась. Немножечко прожарится, и баклажаны практически готовы. Чуть не забыла еще одну специю. Это молотый кориандр. Семена кориандра. Выключаю огонь и добавляю крупно нарезанную кинзу. Очень много. Это моя любимая зелень. Для тех, кто не ест кинзу, можете добавить петрушку. Или можете вообще не добавлять. Я просто везде добавляю много зелени. Все, баклажаны готовы. Баклажаны, жареные баклажаны по-корейски готовы. Вот мои баклажаны готовы. И так выглядит мой сегодняшний обед. Дополним его кунжутным маслом. Это очень вкусно. Так, а еще у меня будут кимчи из пекинской капусты, кимчи из дайкона. Кимчи из дайкона я покажу в каком-нибудь следующем своем влоге, потому что сегодня на базаре я купила дайкон. И вот на такой приятной ноте мой сегодняшний влог заканчивается. Всем, кто сейчас перекусывает или собирается перекусить, приятного аппетита и до новых встреч!